Я всегда танцевала. Я бегала и танцевала. И даже, даже с балеронами знакомилась, с мальчишками. Я всегда хотела быть на месте этой балерины. Ну, не получалось. Я себя видела во снах именно такой. Не суждено было. Это все боль не свершившаяся. У меня произошла замена, когда я родила очаровательную дочку. И тогда вот на время я забыла о балете. То есть она заменила мне все. Но раньше не было культа худобы, и я там не убивалась, что я полнею. Да, я после операции за первый год поправилась на 40 килограмм. Но это была аппетитная пышка. У меня стали после той операции расти груди. И, в общем, я не расстраивалась. Не было у меня больших расстройств никогда по этому поводу. Ну вот. У меня был огородик почти в Петродворце. Моя страна и власти меня любят. Теперь нет огородика. Ну, благо я живу в таком месте, и это место считаю своей дачей. Мы просто приходим. Май у нас костровой, а я шашлыки делаю. Мы очень любили балет. Полина, конечно, очень любила. И потом мы жили в общежитии. Раньше там был детский сад. Вот. И там детский 400 квадратных метров. Вот. И в этом саде мы все время танцевали балет с Полиной. Вот. Мы были, конечно, худенькие. Полиночка была худенькая, и я. Когда она начинает танцевать, у нее нет давления. Она становится молодой. Тут она, значит, вот она, когда мы, допустим, идем, там она, ой, отсюда дует, отсюда тут все холодно, вот здесь вот это, ой, закрой окно. А в мороз пела, в мороз раздетая пела, на Новый год пела. И она не думала, что даже это самое. Это большая сила искусства. Я всегда чувствую ее, вот как ежик и медвежонок, помните, чай пили с этим, с можжевеловым вареньем или чем они там, чем-то. На можжевеловых ветках. Ежевичное варенье, и вот я всегда представляю ее и себя, как я ежик, а она медвежонок. Мы вот такие. Что мне в ней нравится, она внутри как ребенок. Дипломчики. Сейчас мы собираемся в Новгород, Великий Новгород. Фата, перчатки, платье. Когда я танцую невесту, я чувствую себя невестой. Опять. Мне повезло в жизни выходить замуж много раз. Иногда в месяц по 3 раза выходила замуж. Ну, я имею в виду мой номер. И каждый раз, когда я выхожу, я чувствую этот трепет. Чтобы быть всегда веселым, позитивным, смешным на сцене, за спиной очень много труда стоит. И, скажем, с нашей комплекцией 150-155 килограмм. Это не всегда просто там подпрыгнуть, прыгнуть, веселиться, смеяться. Это пот, это иногда бывает у девочек даже случались и слезы. Это репетиции, тренировки. Чем больше я отдаю своих сил, тем больше я люблю зрителя. То есть, ну вот как мы рожаем ребенка, да? Сколько сил, мук, страданий каждая женщина переживает. И вот так она любит своего ребенка. Они сначала работали как бы сами, у нее был коллектив, потом она решила, что все-таки им нужно как-то вот более развиваться, да, куда-то стремиться, и она нашла хореографа меня, наверное, года 4, может быть, 5 назад. Полина это девушка без возраста. Я честно не знаю, сколько ей лет конкретно, и я даже не хочу у нее спрашивать, потому что я с ней общаюсь, мне легко с ней общаться.
Она, когда выходит на сцену, она вообще меняется. Она совершенно стает другим человеком. Но она, когда работает на сцене, она все забывает. Она там, она в образе, она прямо вот, если она танцует, то она танцует прямо по полной программе. Она танцует душой. Иногда кажется, ну зачем мне эти неподъемные чемоданы, дороги, пыль. А когда я выхожу на сцену, я все забываю и думаю, да мне это всегда надо и надо. Произошло со мной как-то нехороший случай. Я попала в больницу на операцию, занималась много, скажем, спортом, доступным мне. В общем, перезанималась, и произошли непредвиденные обстоятельства для меня. Что-то не так срасталось, не совсем удачно было в операции. И ночью думала, во что же мне влюбиться сейчас, чтобы выздороветь и что-то опять начать новое. И я смотрела на телевышку, которая мелькала разноцветными огнями, и представляла, что это Эйфелева башня, у которой я была с любимым человеком. Но этого тоже было мало. Думаю, я буду балериной. У меня будет самое роскошное платье, самая роскошная пачка. И я хочу быть не 25-й балериной где-нибудь на заднике, а я хочу быть первой. Мои дела пошли на поправку. Я себе поставила цель. Еще несколько дней я встану, я дойду до той мастерской, и меня сошьют костюм, и я выздоровлю. И когда я пришла туда, мне говорят, вы что хотели? Это производственное помещение, сюда вход всем воспрещен. Я говорю, я не все, я особенная. Я говорю, у меня к вам есть большое неотложное дело. И я им рассказала, что мне очень нужно сшить костюм лебедя. Они говорят, для кого? Я говорю, для меня. Они были удивлены, все собрались, кто там только мог быть. Они шили этот костюм. Мои друзья, подруги говорили, ну и как ты думаешь, пойдет? Я говорю, а вы знаете что? Даже если я его одену, я один раз выйду, хоть где будет 20-30 зрителей, это уже победа. Работали мы с Лешей еще. Лешка, Мальвина фон Бегемот. Очень интересный типаж. И когда вот я себе шила лебедя, ну, он тогда попросил, говорит, давай я черным стану. Я говорю, давай. Сцена любит молодых у нас, да? А в данный момент уже начинают задумываться о том, что мне не пора ли, мне пора. Ну, говорят, что в 28 лет не найти работу, там, в 35 не берут, в 40 не берут на работу. То есть не найти себя в жизни. На самом деле, если есть любимое увлечение или бесстрашие идти любыми путями, не любыми, а более сложными, чем это принято. То есть это значит саморазвиваться, брать уроки, пытаться что-то делать в конкретной области, куда ты идешь. Вот. То все это нормально реализуется. Никто не говорит о возрасте. People хавают молодость и сексапильность. Девочки молоденькие в клубе, которые танцуют вместе с ней в одном шоу, они стоят в сторонке, пока она раздает автографы почти что. У нас такая ситуация, очень веселая. Посмотри на рекламу. Нам нужны только молодые, смелые и здоровые. А вместо всех остальных на кладбище. Ну, такова парадигма сегодняшней жизни. Если она вас не устраивает, милости просим
в тайгу, потому что мы существуем вот в такой ситуации. Если нет, то до свидос. Вот и все. Ничего ты с этим не сделаешь. Я и мои подруги всегда думали, что жизнь после 30 заканчивается. И мама для меня такой большой пример о том, что жизнь после 40 еще и начинается, и не только начинается в плане, что отдыхаешь и, может быть, какие-то ухажеры, а в том, что можно начать с нуля карьеру, и она взлетит, и все впереди.